Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про еще одно устройство из экосистемы умного дома Xiaomi – врезной дверной замок Aqara S2, который позволит существенно упростить и ускорить процесс открывания входных дверей. Этот обзор тоже создан благодаря зрителю моего канала, энтузиасту умного дома Владимиру, который предоставил собственное устройство для тестирования. Спасибо! Замок относится к классу ZigBee устройств, и для его работы в экосистеме нужен шлюз, но при этом он может работать и как самостоятельное устройство, все настройки можно сделать прямо на его клавиатуре. Замок подходит для любых типов дверей, ручка его может перебрасываться направо и налево, а собачка замка переворачиваться. Толщина входных дверей от 40 до 120 мм. Замок приезжает в довольно крупной коробке, для масштаба поставил ее рядом с увлажнителем воздуха Xiaomi SmartMe. Весу посылки соответствующий 7 кг. Пусть никого не пугает уставший и помятый вид внешней коробки, так как внутри ее, обложенная противоударными вкладками, лежат еще две коробки. Большая, в которой находятся все основные части замка, внешние накладки, механизм, и маленькая с крепежом, цилиндром замка и штифтом, соединяющим ручки. Такое разделение не случайно, так как существует три варианта креплений. Для дверей толщиной 40-54 мм, 55-95 и 96-120 мм. Кроме крепежных винтов, в этот набор входит квадратный штифт, который состоит из двух частей, вращающихся относительно друг друга, на одной из которых имеется прижимной стопор, в попавшем ко мне варианте длиной 16 см. Набор из трех складывающихся и довольно крупных ключей для аварийного открытия замка и цилиндрический механизм. Его размер тоже зависит от толщины дверей. Уточняйте комплектность перед покупкой. С наружной стороны он имеет прорезь для ключа. С внутренней стороны заглушка, так как необходимости открывать изнутри ключом нет. Ручка жестко связана с механизмом замка. Перейдем к основной коробке. Ее содержимое идентично для всех вариантов поставки. С самого верху находится инструкция и позиционная карта. Карта очень удобна для монтажа замка, достаточно просто приложить ее к двери и отметить все отверстия, необходимые для установки замка. На ней же кратко продублированы уже перечисленные мной параметры замка, все на китайском языке. Упаковка очень серьезная, не только снаружи, но и внутри. Самые массивные части замка, накладки, надежно закреплены специальными вставками. Версия S2 внешне существенно отличается от первой версии, про которую я делал обзор еще в январе 2018 года. Накладки полностью черные, края закругленные, а сканер отпечатков пальцев перекочевал на ручку. Механизмы накладок универсальные с точки зрения расположения ручки. Ее быстро и при помощи одной только отвертки можно перекинуть на другую сторону. Так как замок предоставлен мне для теста, видео с порядком действий я взял из внешнего источника. В нижней части внутренней накладки находится рычаг для ручной блокировки замка, но замок все равно остается доступен для открытия снаружи. В верхней части отсек для элементов питания формата 2А на 8 штук, но для работы замка достаточно 4, еще 4 резервные. Внизу отсека находятся кнопки сброса. На нижнем торце наружной части находится отверстие для динамиков и разъем microUSB для аварийного питания замка. Отверстие для доступа к цилиндру замка закрыто подпружиненной крышкой и довольно туго. На крышку нужно нажать и сдвинуть ее вниз, после чего откроется доступ к ключевой скважине цилиндра. Как я уже сказал, сканер перекочевал на ручку замка, так что записав в память отпечаток большого пальца, можно разблокировать и открыть замок одним движением. Длина накладок, а они идентичны по размеру, 37,5 см, толщина 2,5 см. Ширина 7,5 см.
Батарейки, 8 штук, основные и резервные, тоже идут в комплекте поставки, так что ничего дополнительно докупать не надо. Этажом ниже в коробке находится запирающий механизм с металлической ответной планкой. Блокировка осуществляется автоматической защелкой, 3 засовами, связанными с ручкой замка, и 4-й нижний выдвигается вручную. Разворот защелки очень простой и не требует даже разбора замка. Ответная часть для механизма блокировки сделана из стали, тут, думаю, все понятно и особенно рассказывать нечего. Длина внешней планки механизма замка 24 см. Глубина установки примерно 9,5 см, но нужно еще учитывать наличие кабеля управления. Длина внутренней части механизма блокировки 17,5 см. Штифт, который соединяет между собой ручки накладок и проходит через механизм замка, нужно устанавливать строго в одном положении. Та часть, на которой находится скоба, фиксирующая штифт на механизме, будет проворачиваться всегда, поэтому должна управляться внутренней ручкой. И устанавливается в направлении от внешней к внутренней накладки, проходит сквозь механизм и фиксируется скобой, которая должна находиться со стороны внутренней накладки. Для открытия дверей изнутри достаточно взяться на ручку, нажать на кнопку фиксатор, и дверь откроется даже при отсутствии питания. По ту же сторону, что и скоба, будет повернут глухой стороной цилиндр личинки замка. Под цилиндром находится гнездо поворотного механизма, в который вставляется штифт ручного блокиратора. Этот штифт крепится к внутренней накладке при помощи винта, который входит в специальный паз. Вся конструкция между собой крепится на винты, естественно, с внутренней стороны. Один в самом низу накладки, а второй внутри секции для элементов питания. В результате получился вот такой тестовый стенд. Посмотрим, как работает этот замок. На комплектном штифте длиной 16 см минимальное расстояние между накладками получилось около 9 см, но крепление вышло довольно тугим. Для проверки работы замка достаточно установить 4 элемента питания 2А. По умолчанию язык замка китайский, на английский можно переключить или в приложении, про которое я расскажу чуть далее, или с клавиатуры замка. Далее все действия уже на английском. После первого запуска нажимаем на клавиатуре ОК, для отпечатка пальца 1, далее прикладываем палец. Press OK. Add fingerprint. Press 1. Add. For new administration user, please register with index finger or middle finger. Change the angle and press fingerprint. 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 Added. System exit. Настройки в режиме администратора. 1. Добавление пользователя. 2. Удаление пользователя. 3. Настройки. 4. О замке. Press OK. Add user. Press 1. Delete user. Press 2. System setting. Press 3. About. Press 4. Exit. Press back. List. Add fingerprint. Press 1. Add password. Press 2. General user. Press 1. Administration user. Press 2. For new general user, please register fingerprint with your thumb. Change the angle and press fingerprint. 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 Added. User number 0, 1. Add fingerprint. Press 1. Add fingerprint. Add. System exit. Enter administration mode. Add user. Press 1. Delete user. Press 2. System setting. Press 3. Add fingerprint. Press 1. Add password. Press 2. General user. Press 1. Administration user. Press 2. For new user, please enter 6 to 10 digits password and press OK. Please enter password again and press OK. Added. User number 0, 0. Add fingerprint. Press 1. Add user.
Закрывается замок поворотом ручки вверх. Для открытия с наружной стороны нужно приложить палец к сканеру или ввести правильный пароль, после чего замок разблокируется. Как и в первой версии, при вводе пароля в начале и в конце корректной комбинации можно добавлять случайные цифры, замок все равно сработает. Если отпечаток пальца неизвестен замку или пароль неправильный, замок не разблокируется. Если чересчур активно пытаться открыть замок, включится режим сирены. Замок имеет и кнопку дверного звонка. Для открытия с внутренней стороны нужно нажимать на кнопку на ручке замка. Ручная блокировка тоже открывается ручкой, как изнутри, так и снаружи. При открытии и закрытии замка сверху и снизу внутреннего механизма выдвигаются и задвигаются специальные держатели. Точно не уверен, но предполагаю, что они нужны для тех дверей, где есть еще вертикальный блокиратор дверей. Для смены языка в режиме администратора нажимаем 3, еще раз 3 и 2, подтверждаем выбор кнопкой ОК. High volume, press 1. Medium volume, press 2. Low volume, press 3. Mute, press 4. Back to preview. Set successfully. Unlock prompt volume setting. Press 1. Doorbell volume setting. Press 2. High volume, press 1. Medium volume, press 2. Low volume, press 3. Mute. Press 4. Unlock prompt volume setting. Press 1. Doorbell volume setting. Press 2. Language setting. Press 3. Reset network. Press 4. Factory reset. Press 5. Add system exit. В случае разряда элементов питания либо проблем с открытием нужно сдвинуть заглушку цилиндра и открыть замок ключами. Для подключения к шлюзу на замке необходимо зажимать первую слева кнопку, находящуюся под крышкой батарейного отсека. Процесс аналогичен подключению других ZigBee устройств через плагин шлюза. Меню устройства, новое устройство, выбираем Aqara S2. Кстати, отдельно Aqara S2 Pro нет, он подключается точно так же. После перехода шлюза в режим сопряжения нажимаем на 5 секунд кнопку на замке и ждем завершения подключения, после чего в системе появится новое устройство. Ждем загрузки и запуска плагина. После этого плагин попросит отсканировать серийный номер замка, который находится под крышкой батарейного отсека. Плагин замка отображает текущий статус, закрыто или открыто. Журнал работы замка показывает все действия, производимые с замком. В случае срабатывания сигнализации, кроме сирены на звонке, придет уведомление. А все неудачные попытки открытия останутся в меню сообщений. В настройках плагина можно выставить язык китайский или английский, громкость сообщений и дверного звонка. Все то же самое делается и напрямую с клавиатуры замка. После применения настроек они отобразятся в меню. В пунктах отпечатки пальцев и пароли можно синхронизировать списки заведенных пользователей, и при необходимости можно удалить неактуальные. Здесь же можно добавить пользовательские и администраторские учетные записи, но отпечаток пальца и пароль нужно добавлять на сканере клавиатуре замка, что в принципе логично для отпечатка, но неудобно для пароля. Цифры можно было бы заводить и через плагин. Замок может служить как условием, их целых 11, так и действием сценария. Действий только 2, регулировка звука. Как и в первой версии, удаленной разблокировки тут нет. Например, можно сделать простой сценарий, который будет присылать уведомления на смартфон, когда кто-то звонит в дверь. Установив над дверью камеру, можно будет и пообщаться с посетителем. По сравнению с первой версией, функциональность замка осталась примерно такой же. Изменился только дизайн. Внешний вид стал поприятней, сканер отпечатков пальца перекочевал на ручку, да и сам стал немножко поживее. Возможности удаленной разблокировки так и не завезли. Как вариант, можно заблаговременно записать несколько паролей, а потом их выдавать по мере необходимости. Когда пароли будут устаревать, можно их удалять из приложения.
На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!